Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам приготовить самый простой, базовый, классический бисквит, который готовится всего из нескольких всем доступных ингредиентов и получается воздушным, пышным, нежным. Главное соблюдать некоторые важные моменты в его приготовлении. Я покажу, как приготовить его ручным миксером без разделения яиц на белки и желтки. Бисквит достаточно универсальный, будет сочетаться со многими различными кремами и начинками, а также пропитками. Такой бисквит необходимо будет пропитывать, и он может стать основой многих тортов. Итак, нам понадобятся из продуктов яйца, сахар, мука и кукурузный крахмал. Мука должна быть просеянной, к ней добавляем кукурузный крахмал и хорошо перемешиваем. Замена небольшой части муки кукурузным крахмалом сделает бисквит легче и воздушнее. И пока сухие ингредиенты уберем в сторону. Теперь нам нужно взбить яйца вместе с сахаром. И это один из самых важных этапов в приготовлении бисквита. От него во многом будет зависеть результат. Яйца лучше брать комнатной температуры. Начинаем взбивать яйца на невысокой скорости миксера. И когда белок с желтком смешаются и появится вот такая легкая, так называемая пивная пена, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. Когда весь сахар будет добавлен, можно скорость миксера поднять до средней, но не до высокой. На высокой скорости будут образовываться крупные пузыри воздуха, и масса будет взбиваться неравномерно. Лучше, чтобы масса взбивалась постепенно, насыщаясь воздухом. Но здесь все-таки еще во многом будет зависеть от мощности вашего миксера. Если миксер слабый, то, возможно, вам понадобится именно высокая скорость. Массу нужно взбивать хорошо, она должна значительно увеличиться в объеме, стать пышной, светлой. Сахар должен полностью раствориться. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. И от того, как хорошо будет взбита масса, будет зависеть то, насколько бисквит вырастет во время выпечки и как он будет держать свой каркас. Вот такой масса должна получиться, она очень объемная и загустела. Венчик на поверхности недолгое время держит свой след. И теперь нам нужно добавить сухие ингредиенты и вмешать их. Это второй важный момент в приготовлении бисквита. Первый – это мы хорошо массу насытили воздухом, а второй – теперь этот воздух нам нужно сохранить. Поэтому сухие ингредиенты вмешиваем очень аккуратно, бережно, только лопаткой миксер уже использовать нельзя. Чем больше движений лопаткой, тем больше масса оседает. Поэтому надо вмешать муку максимально быстро, но бережно, чтобы сохранить объем теста. От того, насколько объем сохранится, также будет зависеть подъем бисквита при выпечке. При вмешивании муки следим, чтобы она не собиралась в комочки, тесто должно получиться однородным. Также тесто получится вот таким густым, но очень воздушным. Выпекать тесто нужно сразу же, и духовка должна быть к этому моменту уже полностью разогретой. Температура выпечки 170 градусов. Первые 30 минут духовку не открывать. Время выпечки будет зависеть от индивидуальных особенностей вашей духовки. В моей духовке бисквит выпекается примерно 35-37 минут. Очень важно бисквит не пересушивать. Выпекаем бисквит до сухой чистой шпажки. Вставленная в центр бисквита до самого дна, она должна выходить сухой и чистой. Горячий бисквит прямо в форме переворачиваем на решетку вниз головой, снимаем донышко и даем ему остыть в перевернутом виде. Так он не просядет под собственным весом. И когда бисквит остынет, аккуратно ножиком отделяем его от стенок формы и достаем. Бисквит получается вот таким красивым и ровным, он удобный в работе. Высота получилась 7 см, диаметр бисквита 18 см. Завернем бисквит в пищевую пленку и уберем на несколько часов в холодильник, затем его можно нарезать на нужное количество коржей. При нарезании бисквита сначала снимаем тонким слоем верхнюю корочку, а затем режем на нужное количество коржей. Из бисквита такой высоты получится 3 или 4 полноценных коржа. Бисквит очень воздушный, пористый, легкий, нежный. Но этому бисквиту в большинстве случаев в торте нужна будет пропитка. С этим бисквитом можно собрать большое количество самых разнообразных тортов.
Мы обязательно вместе с вами что-нибудь приготовим с этим бисквитом. Также пишите свои предложения или идеи. Друзья, на этом у меня все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!